Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская, и сегодня видео будет особенно интересно тем из вас, кто озабочен свежестью своего дыхания, а также тем из вас, у кого хорошо знакома проблема воспаленного горла, быстро воспаляющегося горла, особенно в холодное время года. Вот если вам такая проблема знакома, советую досмотреть это видео до конца. Речь сегодня в нем пойдет о вот таком вот продукте из серии Доктор Тайга компании Тиандем. Фитоспрей с прополисом для свежести дыхания. Честно скажу, особо не придала значения этой новинке, когда она появилась в каталоге. Когда проблема свежести дыхания — это не моя проблема. Вполне хватает регулярного посещения стоматолога и хороших зубных паст, гелей для зубов компании Тиандем. Однако, бывают такие случаи, когда любовь к продукту, внимание к продукту передается от благодарных клиентов. В данном случае это именно такая вот история с этим фитоспреем с прополисом. Одна моя постоянная клиентка заказала этот прополис, через полгода заказывает еще раз этот фитоспрей с прополисом. Оставила свой отзыв, я этот отзыв продублирую под видео с русскими субтитрами. Все потому, что она этот фитоспрей использовала для устранения воспаления горла, для предотвращения воспаления горла у своих детей, 2 дошкольников. Я подумала, это моя проблема, я хорошо знаю, каково это иметь в холодное время года горло, которое быстро простужается, укутывание шарфиками, одевание водолазок. Это не всегда решает проблему. Если прежде до использования продукции компании Тиандем я пользовалась фитоспреями из аптеки разного действия и с содержанием эвкалипта, и фитоспреи, которые уничтожают бактерии, вызывающие воспаление в горле, такие как стопангин, то затем я начала использовать вот такие вот наш и всем известный трансдермальный пластырь Инканг, приклеивала на область горла, старалась также приклеивать на крылышки носа небольшие квадратики, на переносицу, потому что это все идет связь между горлом и носом. Но после того, как я присмотрелась к этому продукту, начала его активно использовать, скажем так, у меня проблема горлом практически исчезла, использую этот фитоспрей для профилактики. Только появляется первое першение в горло, чувствую что-то не то, сразу же пшик и наношу. Единственное, что я уже привыкла и делаю распыление не один раз в полость рта, а открываю рот и с правой, и с левой стороны по небольшому пшику. Но, как уверяет нас производитель, этого фитоспрея хватает очень надолго, на 250 распылений. Рекомендуют использовать 4-6 раз в день, встряхнув баллончик и нанести на некотором расстоянии от полости рта. Мне хватает от всего лишь одного распыления, только в самой-самой первой начальной стадии, когда чувствую, что-то с горлом не в порядке. Фитоспрей не имеет какого-то явного такого навязчивого вкуса, запаха, хорошо знакомого посредством из аптеки. Нет желания морщить моментально лоб, какие-то неприятные ассоциации с ним. Зато сладкий такой приятный вкус, даже легкий, казалось бы, слишком даже легкий для такого мощного средства. Я надеюсь, что я вас заинтересовала. Теперь я хотела бы подробнее рассказать о составе этого фитоспрея с прополисом для свежести дыхания. Несколько интересных фактов о компонентах этого фитоспрея с прополисом. В чем еще особенность этого фитоспрея? Он не содержит спирта. На упаковке написано 0% содержания спирта. Изготовлен он на водной основе. Также я заметила, что этот продукт награжден наградой эко-качества, эко-quality, 100%. Ну, масса других достоинств. Фитоспрей с прополисом. Во-первых, он обеспечивает уход за полостью рта, является местным антисептиком, уничтожает болезнетворные бактерии, которые вызывают неприятный запах. Он не маскирует запах, а именно борется с причиной неприятного запаха, это с бактериями, которые существуют в ротовой полости. Какие же компоненты входят в состав этого фитоспрея? Ну, как уже понятно из названия, это прополис, или его еще называют пчелиным клеем. Это бадан или камнеломка толстолистная, и такое растение, как левзея или моралий корень. И компоненты по-своему уникальные. Очень хочется рассказать подробнее про каждый из компонентов. Думаю, что вам это будет полезно. Прополис – это вещество, особый фермент, который вырабатывают рабочие пчелы. Он используется ими в качестве клея для склейки сот
в уле, также для обеззараживания, для поддержания дезинфекции, для обволакивания посторонних опасных предметов, которые могут попасть в улей. Прополис – это самый дорогой компонент, скажем так, из пчелиного продукта. Он дороже, чем мед и дороже, чем воск. Причем в этом фитоспрее используется алтайский таежный прополис глубокой степени очистки. Прополис использовали в знахари с древнейших времен. Еще в Древнем Египте прополис используют для лечения, для бальзамирования фараонов, для мумификации фараонов. Известны даже опыты о том, что если кусок свежего мяса обмазать прополисом, вынести на солнце, оно не будет портиться, сохраняет свои свойства. Древнегреческие врачи использовали прополис. Также прополис признается официальной медициной и широко известны препараты с содержанием прополиса. Еще знахари утверждали, что если жевать прополис в первозданном виде, то можно избавиться от першения горла и даже вылечить ангину. Причем уникальность прополиса состоит в том, что свойства, которые обладает прополис, даже при высоких температурах сохраняются. Даже после печения в воде целый час сохраняются еще свойства прополиса. В составе прополиса входит 12 видов органических компонентов. Это воск, белки, масла, спирты, цветочная пыльца, сахара, витамины и другие ингредиенты. Причем, как я уже говорила, прополис обладает очень мощным антисептическим действием, обеззараживающим действием. Неоднократно проводились многочисленные опыты. В отличие от всеми нами любимых антибиотиков, у бактерий не возникает привыкания к прополису. Он всегда будет действовать обеззараживающе, уничтожающе, при этом не будет портить микрофлору наших органов. То есть полезная среда организма сохраняется. А все потому, что прополис, в него входит воски, входит пыльца огромного количества растений цветущих. Следующим компонентом фитоспрея является бадан, экстракт бадана или экстракт камнеломки толстолист. Это растение, впервые на это растение обратил внимание известный шведский врач 18 века Карл Линней, которому из Петербурга доставляли растения. Соответственно, в Петербург оно попадало из Алтая и Сибири. Камнеломка толстолистная, или его еще называют бадан. Но еще задолго до Карла Линнея бадан использовали знахари и применяли это растение при таких заболеваниях, как стоматиты, воспаление языка и десен, грибковые поражения слизистой полости рта, при пародонтозе и боли в горле. И в составе этого фитоспрея экстракт бадана оказывает бактерицидное, ранозаживляющее и противовоспалительное действие. Бадан еще называют монгольским чаем и используют для лечения листья бадана, желательно более старые листья, а еще лучше, если листья уже перепрели, перезимовали. Они такие красивые, не столь привлекательные, но полезные свойства у них усиленные. Также используют корневище бадана в медицинских целях. По своему химическому составу бадан довольно сложный. У него входят такие компоненты, как дубильные вещества, глюкозиды, фитонциды, глюкоза, сахароза, аскорбиновая кислота, марганец, железо, медь. Другим компонентом этого фитоспрея является левзея, или моралий корень, так называемый. Левзея – это растение, которое родом из Южной Сибири, произрастает только там. Его активно популяризируют и в других регионах нашей планеты. Левзея только стала в одно время очень популярной, что его начали массово использовать, что даже это растение было занесено в Красную книгу. Почему такое название моралий корень? А дело в том, что существует такая разновидность оленей, которая называется моралы. Это благородная лень. И вот именно во время гона, который начинается с сентября по ноябрь, самцы моралы активно поедают это растение, этот моралий корень или левзею. Тоже растение очень богато по своему составу, оказывает полезные свойства на общее состояние организма человека. Также есть информация о том, что левзея увеличивает мужскую силу, так как усиливает выработку тестостерона. И также левзея – это растение, которое уже признано официальной медициной, обладает целым рядом полезных свойств. Тонизирующее свойство, возбуждающее, общеукрепляющее свойство, стимулирующее свойство. У левзеи есть такой приятный сладковатый вкус, и она оказывает тонизирующее действие на наши десны. Я надеюсь, что информация была для вас полезной. Очень рекомендую использовать не только для свежести дыхания, но и для профилактики заболеваний полости рта, для профилактики заболеваний горла. Вот этот замечательный фитоспрей с прополисом компании Тиандем. Будьте всегда здоровы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы будете всегда в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!